Привет, друзья! Сегодня вашему взору предстанет следующая картина. Сегодня я делаю опыт с тем, что я буду проворачивать фитинги на трубе под 45 градусов. Для чего все это я делаю? Сразу же отвечу на некие вопросы. Ну, во-первых, знаю наших сантехников, как они косячить любят. Знаю я и по себе, и когда начинал, по многим, в общем, и людей, знакомых сантехников много. Предположим такую ситуацию. Сделал Вася Петечкин некую конструкцию, он ее варил целый час. И у него получилась такая ситуация, что он жестко накосячил. Например, провернул на 45 на 90 градусов. И он будет думать и голову ломать. Как же быть, как же быть? Что же, лопнет или она и не лопнет, в дальнейшем потечет. А потом он вспомнит, блин, Сантехник 52, есть такой канал на ютубе. Дай-ка я зайду и посмотрю. Круто? Круто. Вот за этим, товарищи, я вам все и показываю. Это самые часто встречающиеся ошибки наших доблестных сантехников. Итак, что у меня сегодня имеется? Сварочный аппарат Ditron выставлен на 260 градусов, он уже прогретый. И, как всегда, сварочная насадка Ditron и Pro Aqua. Буду резать крафтулскими ножницами. Подготовил все муфты паечные, подписал, разметил. И первый опыт, с которого я начну, это проворот на 45 градусов. Муфты на трубе сварили, немедленно провернули, а второй край я буду через 3 секунды, примерно 3 секунды и проворачивать. Вот это посмотрим, как он у нас будет работать. Поехали! Я произвел все разметочки. Сейчас я их отрежу, трубки, в нужных местах. Валфекс. Как красиво, здорово работать в тепле. Просто прекрасно, товарищи. Сегодня я даже ни в куртке. Сегодня я в обычной кофте, которой можно праздновать 10-летний юбилей. Но речь сегодня не о ней. Я подписал все кранчики, что у нас куда приходит, уходит. Все как нужно, я все подписал. И подписал предыдущие муфты от предыдущих опытов. Вот все они торчат у нас. Это означает на морозе. Буковка М. И у нас сегодня, как я и предупреждал, труба РВК белого цвета. Я делаю опыты только с сейчас армированные трубы и экопластик не армированный. Так как у нас базальт производится в Чехии, не армированный в России. Может быть и будет какой-то косяк, какое-то различие между российским производством и чешским. Это тоже нужно посмотреть, проверить. Так, все, я заканчиваю отрезать и расскажу вам суть опыта. Здесь есть меточки. Предположим, у нас труба Валфекс, она здесь в самом конце, но я взял сюда. Мы приставляем, нагреваем, приставляем так, чтобы красная сошлась, и сразу же проворачиваем 45 градусов, чтобы сошлись синие метки. Когда у нас это получается, все, опыт готов. И так мы будем делать и остальные. А остальные, первая часть опыта будет так, вторая часть опыта будет с задержкой 3 секунды. Первую часть опыта я буду делать дитроновской насадкой, а вторую я буду делать... Или давайте вот так, давайте лучше... Первую часть опыта я буду делать насадкой Pro Aqua, а вторую дитроновской. Поехали в лес за орехами. Так. Что-то. Если это так, тогда давайте сделаем еще разметочки сюда. Нанесем маркером разметочки. Правильно, как работать, я сегодня показывать не буду. Я сегодня покажу, как неправильно. В основном на канале у меня как накосячить, а не как правильно сделать. Так, давайте поставить напротив, вот здесь. Вот таким образом. Так, это пока мы убираем.
Когда-то придет такой момент, что я выпущу ролик с тем, как необходимо работать. Какое оборудование для этого использовать, зачем использовать. Так как опыта у меня уже довольно-таки немало накопилось по полипропилену. Поэтому я думаю, что я имею право показать, как нужно правильно сваривать. Хотя, честно говоря, какими-то обезжиривателями я практически не пользуюсь. Почти никогда. Если уж самый стрёмный случай, просто обрезал трубу, выкинул ее нахер и забыл. И сегодня у меня есть средства безопасности. Это рыжие перчатки. Запомните, друзья, если у вас нет, если к вам пришел сантехник без рыжих перчаток, гоните, это не сантехник. Шучу, конечно. Суперские перчатки. Так, все, поехали. Сначала я беру насадки. Так, экопластик. У меня все здесь подписано, все расписано. И сейчас я по-быстренькому, пока вы занимаетесь какими-то мыслями своими, я по-быстренькому раскладываю. Экопластик не армированный. И так, ФВ. Ой-ой-ой, все вот так. Так, да, именно так. Сначала мы будем делать более простую задачу. И с ней будет у нас справляться. Берем сначала Валфекс. Без задержки. Сейчас мы делаем без задержки какой-либо. Так, вот таким образом. Мы будем варить, опять же, просто по подсчету. Считать секунды я буду про себя в уме. Можно, конечно, нажать кнопочку, чтобы она там пиликала. Ну ладно, это потом. Ох. Вставляем и сразу же проворачиваем. 45. Не выжидаем никакого времени. Положили. Беленькое, то же самое. 260 градусов, товарищи. И он воняет. Насадки не отвечают идеальному какому-то качеству. Не очень хорошие. Мне не нравятся насадки. Так, совмещаем. Отлично. Ну, вообще шикардос. Так, следующее. Это идет экопластик. Опять же, экопластик. Свариваем. Блин, как много дыма. Пожалуй, мне придется открыть форточку для того, чтобы не дышать дымом. Я уже отвык, честно говоря, нюхать этот дым, так как работаю качественными инструментами, так скажем. Кстати, при провороте у нас до хрена заплавляется внутренний проход. Когда мы начинаем елозить, страдать херней и работать неоперативно. Раз, два, три. После 5. Папа, прости. Опа, не выдержали. Не выдержали наших нагрузок. И кто-то у нас вальнулся. Валфекс решил сбежать от позора. Ну какой позор, братан. Все будет чики-пуки, все будет отлично. На редкость это довольно-таки быстро проходит опыт. Быстро. Ох, ребятки. Ох. Вот они, 45 градусов. Заваривает жуть. Внутренний проход. То есть вы вставили трубу, если вы там занимаетесь непристойностями с ней в это время, шатаете ее, она у вас, скорее всего, заплавит проход. Как бы то ни было, результат налицо. Совмещаем с красной и перегоняем на синюю. Не, ребятки, все вообще получается настолько дерьмово, я даже не ожидал. Но это круто, но все меточки у нас совпадают, Вот они, все совпали. Ох, я синюю завальнул, ну ладно. Все совпало, сделаем вот так. Вот оно. Вот и все совпало. Подделка прямо на глазах. Ну вы не видели, чё ж. Все, отлично. Первая часть у нас готова.
Теперь я буду варить насадочкой Дитрон и буду проваривать их уже по-другому. Но сначала мне необходимо произвести разметку, такую же абсолютно в точности. Производим разметочку. Здесь у нас... где у нас тут? Тут у нас синяя. Тут красная. Сейчас я все разметочки произведу. Вы пока можете отойти, попить чаю. Шучу, конечно. Это у нас все будет моментально. Очень быстро. Не займет много времени. А пока мы с вами можем поговорить о самых распространенных ошибках во время работ сантехников. Какие же это ошибки? Ну, конечно, первое это заваривание внутреннего прохода, как следствие перегрева. И мы видим, при юстировке, так скажем, разогретых деталей, у нас тоже может возникнуть такая проблема. Но это не так страшно, если вы не сильно заварите проход. У меня был случай по молодости, так скажем, когда я заварил настолько сильно, что нам пришлось с товарищем разделиться. Он отвлекал заказчика, а я тем временем сверлил дырку на муфте, которой подсоединялся кран унитаза. Заварили собаки, просверлил, и все получилось огонь. Заказчик ничего не заметил. Я был этому факту рад. И товарищ тоже, кстати. Здесь мы все заделали. Так, ну что же, поехали в обратной последовательности. А вот немножечко я неудачно нанес меточки. Когда варим, краны обязательно держим в открытом положении, чтобы не создавалось избыточное давление. Если у нас создается избыточное давление, оно чревато, особенно для плохих насадок. Это и туго варится. Так, сейчас мы вставляем, считаем 3 секунды. Значит, вставили друг в друга, посчитали 3 секунды и потом уже прокручиваем. Так, 1, 2, 3. Опа. Ой, быстрые секунды. Ладно, Валфекс. Предположим, все правильно я сделал. Считайте это форой. Так, теперь беленькая. Беленькая. Так, наверное, будут проблемки. О, нет, шеф, у нас не будет проблемок. Сейчас мы продолжаем. Я вам хочу, вот, если, например, заводские настройки, сколько он будет прогреваться, можно посчитать в уме. Если сделать все, как он советует. Так, вставляем, считаем. 1, 2, 3. И проворачиваем. После 3 секунд. Это тоже встречается в практике, особенно у не совсем опытных граждан, сантехников. Так, прокур. Вы меня тут не путайте, вот он экопластик. У неопытных сантехников может случиться такая проблема, что они все сварили, но потом вздумалось, блин, криво. Дай-ка я сделаю юстировочку. Проходит несколько секунд, и они начинают делать юстировку. 1, 2, 3. Ну, сделали юстировочку. Так, это трудоемкий довольно-таки опыт, я вам скажу. Я думал, что это будет немножечко проще и быстрее. Но, как показывает практика, простых опытов у меня не бывает. Ага, и все краны ровно встали, как это ни странно. Вынимаем, вставляем. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Косяк иду искать. И теперь у нас идет кто это? ФВ-пласт. Ах, становится мне тяжело держать ее. Так, становится тяжело. И один кран у нас будет косячно развернут. Но это ничего страшного. 1, 2, 3. Поворот 45 градусов. Я думаю, вот при юстировке градусов 10-15 вообще херня. Ничего не может быть. Все будет в полном порядочке. А вот при большой уже юстировке там могут возникнуть проблемы.
Даже 45 градусов незначительно. Но мы же на этом не остановимся. Будет 90 градусов, 180 градусов, 300, конечно, не будет, 60. Раз, два, три. Отлично. Отличная работа, сэр Берримор. Прекрасно. Смотрите, какая красота. Какая это красота. Сейчас я ее опрессовываю. Так, все. Делаем опрессовочку. Раньше мне приходилось снимать на такие вот штуки. Это черенок. У него 2 гвоздика на определенном расстоянии. Обычный стул, вышедший из строя, которым больше никто не пользуется. И делалось это так. Телефон Samsung J5 производится таким образом. Так как картинки статичные, практически никакой динамики, поэтому я пользовался таким методом. Ставил на стул, потом берется ключик, ложится сюда, кладется для того, чтобы настраивать угол съемки. Бюджетно, эффективно, вообще супер. Поэтому как-то я снимал ролик, и он у меня 2 раза упал. А теперь, дорогие подписчики и просто телезрители, пришла пора немного рассказать о том, как же сейчас я произвожу свои ролики, как я их снимаю. На данный момент я снимаю всю эту обстановочку на телефон Samsung Galaxy J5. Да, J5. Я на него и снимал прошлое видео. Видите, в динамике он не ахтишный. Все хреново, стабилизация. Для него ручку покупать это дорого, нахрен не нужно. Вот у меня стоит камера, штатив. Обычный штатив от бошевского уровня бытового был куплен в Оби вместе с уровнем. И я подумал, что-то я не буду тратить денежки-то, дай-ка я его возьму. Лучик направляю на столик. Кстати, у меня шикардосовский столик, составленный из 2 лавок, но во всяком случае это все сейчас удобненько. Прям, вот сейчас мне реально нравится снимать, прям супер. Когда снимаешь, немножко, так скажем, развлекаешься. Потому что я очень много смотрел видео на ютубе, где люди стоят за прилавком, можно так сказать, и показывают себя, как они там что делают. Но сидя, я вам скажу, это чертовски неудобно будет. И вообще я трясу камерой, как бешеный таракан, походу, сейчас. Ой, а что она не фокусируется? Ну вот, в общем, вот она моя камера, и здесь рабочее место. Я рад, ребята, что сейчас все так. Итак, я снова здесь. Я делаю опрессовку. Что же для этого? Давление у нас по нулям. Открыто. Мы сейчас давайте с вами нагоняем. Хотя что нагоняем-то? Нам же надо... Ладно, давайте так. Я тоже слегка отойду. Как говорится, я буду голосом за кадром, который будет прояснять всю ситуацию происходящего. 10-очка к нам пришла. 15-очка к нам пришла. 20-очка к нам пришла. 25 к нам торопится опять. 25 пришел. Давайте-ка 30-очку. 30-очка готова. Едем дальше, как корова. 35. Свищ не слышим. 40-тик. 40-тик. Давайте чуть больше 40. 45. Чуть-чуть сейчас она просядет у нас. Мы шатаем. Так, вот. 40 с херней атмосфер. Ну, в бар, но я называю их атмосфер. Так. Я считаю, сейчас мы поджидаем 5 минуточек примерно. Если все нормуль, значит продолжаем. Следующий опыт делаем. Он у нас будет с проворотом на 90 градусов. Ну, как сейчас видим, у нас вообще ничего не произошло. Да не, вообще супер. Но косячить все равно не стоит. Прошло примерно уже минут, наверное, 12. Минуток 12. И вообще ничего у нас нигде, все сухонько, прекрасненько и замечательно. Смотрите на это.
Я так понимаю, что вам, конечно, ни хера не видно, но во всяком случае, моя совесть чиста. Все. Ну все, пока. До новых встреч.